А сейчас выступит главный делегат России. Главный. Экономические вопросы в стране очень сложные. Их надо решать грамотно, блядь. Всем привет, это Майер. Сегодня, значит, очередная распаковка. Сегодня будет вот такой товар. Это преобразователь на 1200 ватт китайских. Я как бы иллюзий не питаю, что там все 1200, но он должен быть помощнее, чем вот этот в лабораторнике. Там 600 ватт. Там 600 ватт, тут значит в 2 раза больше. Если я буду использовать, что здесь 10-15 ампер, здесь 10-15 ампер, то есть у меня большой получается запас по мощности. Значит, будет еще собран один лабораторный блок. Мне одного мало, поэтому я соберу второй на базе вот этого конвертера, повышающего преобразователя. В нем также есть ограничение по току и ограничение по напряжению. Характеристики у него от 8 вольт, он может до 87 вольт поднять напряжение. Ну а ток, чтобы не превышало 20 ампер на входе. Вот таким образом. То есть за этим надо следить. Здесь стоят предохранители на 15 ампер. 2 штуки. Так, про этот не сказал. Резистор отвечает за понижение напряжения. При заданном напряжении, допустим, 12 вольт, да, отрегулировав этим резистором, при просадке, допустим, от источника питания ниже этого предела, будет отключаться этот конвертер. Вернее, если он был на 90 вольт, то 12 вольт ниже пойдет, отключается и идет напрямую 12 вольт. Ну так вот сделано. В общем, китайцы, я смотрю, тут зашлифовали. Ну вот, в общем, вот эти детали, все это зашлифовано тщательно. Я выясню номиналы, обозначения этих контроллеров, микропроцессоров и выведу на экран, значит. Сделаю крупное фото и на экран выведу. Так, значит, на вход спаренные вот идут контактные группы, плюс-минус. С обратной стороны еще есть выход для подключения вентилятора. Есть подороже модели, в чем отличается, что у них уже здесь есть вентилятор. Этот без вентилятора. Вентилятор можно отдельно свой какой-то приспособить. Но я говорю, я разгонять на 90 вольт не буду. Мне этот вентилятор ни к чему. Он будет работать в треть своей нагрузки. Если на 600 ватт справляется со всеми моими задачами, то и на 1200 подавно справится и с хорошим запасом. Значит, конденсаторы тут стоят здесь на 100 вольт, 470 микрофарад. Здесь стоят 63 вольта и тоже, по-моему, 470 микрофарад. Ну, довольно-таки развитый дроссель. С обратной стороны транзисторы, ключи, все там через прокладочки вот такие резиновые, термопрокладочки специальные, подсоединены к корпусу. Вот такой общий вид. Ну давайте сейчас я его подключу, попробуем, значит, подать напряжение и посмотреть, как говорится, в работе. Так, 12 вольт подаем на вход. Так, 12 вольт на вход. Так, плюс, как я говорил, здесь у нас. Минус здесь. Так, в холостом ходу у нас 0,2 ампера, значит, 20 микроампер потребляет. Так, на выход. Значит, мы сразу отрегулируем, выкрутим регулятор, значит, тока против часовой, убавим до минимума.
Так, выкручиваем до щелчка. Вот, щелчок слышен. И здесь, значит, напряжение тоже выкрутим до минимума. Так, и, значит, подключу вот такой вот у меня, значит, есть еще тестер. Где-то в распаковках у меня есть обзорчик на него, так что можете посмотреть. Так, здесь, значит, плюс у нас симметрично также выглядит. Сюда плюс. Так, крокодила что-то не хватает. Давайте выкрутим побольше винтики. Так, я, наверное, крокодилами неудобно. Провода вот так вот цеплю. Так, вот сюда плюс, а потом уже крокодилы. Значит, у этого конвертера есть защита от переполюсовки на входе, якобы. Проверять я что-то даже не хочу. Ну, вроде эту ошибку он прощает. Значит, короткое замыкание на выходе для него критично, может погореть. То есть, если есть кое-какие преобразователи, мы можем вот так замкнуть и вращать, выставлять нужный нам ток, то здесь это нежелательно. На сайте продавца об этом есть примечание. Так. Даже если он и выдержит, мы что-то это проверять не будем. Значит, плюс сюда, минус сюда. Так, все верно подключил. Смотрим 11,8. 11,8. Начинаю добавлять. Добавлять я буду до 12,5-13 вольт. Вращаю ручку вот эту. Потенциометр. Так. Номинала потенциометра сразу скажу. Значит, здесь стоит. Так, давайте посмотрим. Здесь, значит, стоит 204 по напряжению, по току 502, по-моему. $104. Это что у нас получается? 100 килоом, что ли? А здесь получается 200 килоом. А здесь у нас получается, вот не вижу, 502. 5 килоом, что ли, вот этот. Ну, как-то так. Ладно. На резисторы будут все ссылки и также аналоги замены на многооборотные будут в описании. Так, ну, продолжим, значит, вращать. И наблюдаем. Значит, крутим. Видим, уже поднялось 14 вольт. Итак, давайте, значит, подключим к аккумулятору и попробуем подзарядить его. По прямому назначению, значит, конвертер. Видим, появился 0,5 Ома. Добавлю до 14 вольт. Вот, видите, вращаю резистор. И здесь у нас перебор. Ну вот, 14,7, 0,5 ампер. Теперь попробую поиграть амперажем. Теперь пробую. Значит, вращаю по часовой.
ток у нас на месте. Ток не поднимается. Давайте попробуем выкрутить в ноль. При этом, выкручивая в ноль, должно быть и напряжение падать. Ограничивая ток, мы тем самым должны и напряжение просадить. Так, в общем, видим, вращая рукоятку, вот щелчок идет. Вот щелчок. Ток ограничить у нас не получается. Значит, этот резистор не рабочий. С чем я себя и поздравляю. Ну а китайцу я передам привет. И наверняка он сделает мне возврат на полную сумму. Вот так бывает с китайцами. Раз на раз не приходится. Не зря он затирал тут все. Все эти элементы, видимо, китайские. Они не рабочие. Вот так вот. Ремонтировать я его не буду. Вернее, я подумаю, как его можно починить. Если ничего не придумаю, то сильно и не буду на этом зацикливаться. Потому что на вырученные деньги, которые мне китаец вернет, я себе закажу другой рабочий вариант. Если причина будет явно как бы на виду, но тут ничего, ни дымка, ни горелости, ничего не поджарено нигде ничего. Вот, что я сомневаюсь. Но если это обойдется заменой одного диода, ну да, я сниму видео тогда, как отремонтировать конвертер 1200 Вт, будет такое название нового видео. Но все проверять и все менять, и все перепаивать, я за это не берусь. Ну вот тут вот этот резистор не работает. Значит, надо смотреть или вот этот диодную сборку, или там вот тот транзистор надо смотреть. Ключи, в общем, проверять. Или вот эти два стабилизатора. Скорее всего, вот этот стабилизатор вышел из строя. Его надо смотреть. Ну вот, я как бы не сильно не волоку в этих делах, но что-то мне подсказывает, именно вот эти два ключа, надо их проверить, стабилизатора. На этом распаковка закончилась. Всем спасибо за просмотр. И до следующих распаковок. Пока, это был Майер. Итак, радиатор я скинул. Посмотреть, значит, с обратной стороны пайка выполнена отвратительно. Флюс полностью не отмыт. То есть вот можете убедиться. Вот так вот. То есть эта плата бракованная на 100%. Она и не должна была работать. И как говорится, нахера нам эти проблемы? Сидеть с паяльником. Но любопытство берет верх. Значит, просто так выкидывать, надо сесть, посидеть, подумать. Метод дедукции в этот раз я использовал. Вы знаете, что я обычно пользуюсь методом тыка. Паяльный фен у меня пригодился. Вот он в кадре. Паяльная станция, вот она в кадре. В аннотации есть ссылка, как это все смастерить, соединить между собой. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, подписывайтесь туда. И если я в этой распаковочке не буду там умничать и говорить там, что тут я ремонтировал, как бы это не суть важно. Давайте покажу результат, подключим, посмотрим работу этого конвертера теперь уже. Тут небольшие были доработки,
Держи записку. Ну или за попку, не знаю. Кстати, вот видите, я не сказал в начале видео, тут два стоит предохранителя по 15 ампер. Если вы не хотите рисковать этим конвертером и не разгоняете на большие токи, лучше один уберите, они в параллели. Пусть будет 1,15. На 30 ампер это уже как бы, тут надо вентилятор, тут даже не вентилятор, а тут хороший обдув нужен. При постоянке работы. Так, значит, что-то я бздю, но я, честно сказать, еще его не испытывал толком. Небольшое сделаю сейчас вот испытание прям при вас. Но я почему-то уверен, что все работает. Ну как так? Чтобы у меня еще и не работало, такого быть не может. Ни разу такого не было. Ребята, поверите, нет, не было такого случая. Так, вот радиатору, то ему здесь место. Вот так, чтобы повыше видно было, да, 12 вольт. Я выставил на балаторнике и подключаю. Подключаем сюда на плюс. Блин, сегодня света мало. Темнеет рано. Света мало. Но я вроде подключил. И вроде даже лампочка загорелась. Это уже прогресс. Лампочка загорелась. Питание подали. Значит, смотрим на выходе, сколько напряжения. Берем мультиметр. Отличный мультиметр. Берем отличный мультиметр. Какими попало мультиметрами не пользуемся. Возьмите за правило. Инструмент должен быть хороший. Так, ну что-то он не стоит. Сейчас это тут загнутые все. Вот давайте их обратно согнем. Транзисторы эти. Ну вот, Ох ты, током бьется. Вру, ничего не бьется. Хотя, током может ударить. Тут же все-таки 100 вольт. 100 вольта есть. А вот сейчас 23 вольта, значит, на выходе, да? 23 вольта. Берем лампочку. Берем лампочку, она, по-моему, на 50 ватт. Так, выкручиваем, значит, выкручиваем на максимум. Горя оно все синим пламенем. Выкручиваем, значит, значение тока на максимум. И переводим тестер на режим замера амперов. Так, как тут здесь сделать навесной монтаж? Наверное, вот сюда я вот подсоединю опять свой любимый провод. С этого провода, значит, плюс мы подадим на щуп с помощью клемника. Ребята, все ссылки увидите в описании, вплоть до клемника. Мне ничего не жалко, смотрите, изучайте, покупайте. Я только за делиться со всеми. И вы со мной делитесь, если что. Так. Ну, уже что-то пошла плюс, пошла сюда. А отсюда... Что-то я не то. А отсюда... Что-то я не догоняю. Подождите, ребята. Стоп. Что-то я не так. Зачем мне вот этот провод здесь, когда я могу сразу прикрутить вот эту щуп сюда на место? Щупец. Так, щуп сюда. Отсюда, значит, ну, давайте выключим это все, шандарахнет же. Потом пойдут письма, жалобы.
Кто Майера тут угробил? Так. Сюда. Ну теперь надо лампочку как-то эту припендюрить. Так. Лампочку надо вот сюда. И все, и касаемся. Включаю. Так. Поехали. Горит она. Видим, горит, да? На входе 3,3 ампера. 12 вольт так стабилизированно держится. Так, 24 на выходе, напоминаю. 1,5 ампера, значит, сейчас кушает лампочка. Ну и давай ее аппетиты сейчас умерим с помощью вот этого резистора злополучного на 5 Ом. Начинаю крутить и наблюдаем за мультиметром. Видим, да? Яркость лампочки вот увеличивается, вот уменьшается. На мультиметре ток падает. То есть ограничение по току работает, с чем я себя поздравляю. И рад, что вы досмотрели видео до конца. Поставьте обязательно лайк, поделитесь с друзьями, смотрите все ссылки, все даташиты, полная информация об этом конвертере есть в описании. Откройте, посмотрите и оставьте мне любой комментарий. Всем спасибо за просмотр и пока. Это был Майер. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья. И все-таки сегодня землянику залил в вейп. Классный вкус, ребят, не поверите. Смотрите видео, распаковку по вейпу. Приобретайте и бросайте курить. Все. Блять, Россия, матушка, блять, это моя страна, это моя душа, это моя, блядь, кровушка, блядь. Я тут вырос,